Причины, по которым я не верю в Бога. Причина первая. Опыт и время. Я заметила, что большинство верующих не считают сомнения жутким грехом. Причина, по которой они не рассматривают свою религию с критической точки зрения, больше связана с недостатком опыта. Они не особо хорошо знают церковные догматы, но одновременно не интересуются философскими и научными аргументами против них. И часто эта проблема не связана с отсутствием любопытства самого человека, а скорее с доступным ему свободным временем и ресурсами. Мне повезло найти возможность остановиться и подумать об этих вопросах, не беспокоясь о завтрашнем дне. Причина вторая. Объяснение сверхъестественным явлениям. В детстве я верила во все, и я говорю об этом без доли преувеличения. Но чем больше расширялись мои познания о мире, тем меньше было необходимости прибегать к паранормальным объяснениям. То же самое касается истории человечества. Мы верили в прошлом, что Бог или боги управляют природой, и в буквальном смысле передвигают небесные тела, до тех пор, пока Ньютон не описал закон гравитации. Чем больше мы находим объяснение окружающему миру, тем меньшую роль мы отдаем Богу в управлении Вселенной. Вполне возможно, что однажды с развитием научной мысли мы просто не сможем подыскать для него сферу влияния. Причина третья. Изучение методов контроля сознания. Когда я стала более скептично относиться к миру, я заинтересовалась методами контроля, используемыми тоталитарными режимами и деструктивными сектами. Со временем я познакомилась с байт-моделью Стивена Хассена, которая позволяет определить, что является сектой, а что нет. Это произошло не сразу, но я решила применить эту модель по отношению к моей собственной вере, и трудно сказать, что она полностью выдержала эту проверку. Из чего вытекает моя следующая причина. Причина четвертая. Удобный инструмент политической машины. Религия очень удобна для контроля массами, и как часто люди, обладающие этой властью, использовали ее для собственной выгоды. И хотя обычно первым делом вспоминают инквизицию и крестовые походы католицизма или террористические акты в исламе, но и в истории православной церкви тоже немало темных пятен. Причина пятая. Желание верить недостаточно. В течение очень долгого времени я продолжала верить. Я хотела верить, очень. Но тем не менее я понимала, что не могу сказать верую, не кривя душой. Я не могла закрыть глаза и уши и надеяться, что сомнения развеются сами по себе. Мне хотелось найти неопровержимые доказательства. Но, увы, это оказалось куда сложнее, чем я предполагала. Почему? Причина шестая. Научные факты опровергают библейскую историю. Предположим, я построила башню из деревянных блоков. В данном случае это будет аналогия библейской истории, которая состоит из многочисленных фактов. Изучая естественные науки и историю, мне приходилось понемногу менять положение блоков. Многие из них мне пришлось отбросить в корзину метафор и аллегорий. В итоге вся сложная конструкция моих убеждений, которые я тщетно пыталась связать с реальными данными, рухнула, оставив одно лишь основание. Но и оно не оказалось устойчивым. Причина седьмая. Несостоятельность морали в библейском учении. Если читать Библию без трактовок и толкований, то в итоге становится ясно, что Бог мне представлен скорее как некто надменный и несправедливый, чем милосердный и человеколюбивый. И это не только порождает множество логических противоречий, но и подрывает всю идею о том, что этот Бог, даже если он существует, является абсолютом морали. Его законы настолько жестокие, что мне страшно представить мир, в котором все они соблюдались бы без исключения. Причина восьмая. Отношение к атеистам несправедливо. В конце концов, мне удалось познакомиться с людьми, которые не верят в Бога, но при этом совершенно не похожи на тот стереотип, который был так жестко закреплен в моем сознании. Нет, чаще всего они несовлюбленные эгоисты, отрицающие Бога, чтобы жить в грехе. И нет, большинство из них не считает, что Бога нет и быть не может, и что все религии должны быть истреблены с лица земли. На самом деле это обычные рациональные люди, которые хотят узнать правду, но опасаются быть обманутыми. Они сомневаются и задают вопросы, потому что верят, что правда не боится критики и выдерживает проверку. Я разделяю эту точку зрения.